Привет всем, друзья! Вы зашли на канал «Замуж в Индию», и сегодняшнее видео я хочу начать с подведения итогов. Как же прошел Артуркин день рождения? Я попросила Артура, чтобы он сделал обзор подарков. На, Артур, микрофон. Во-первых, я хочу поблагодарить моих друзей. Thanks to all my friends. На английском я скажу. Это, я думаю, напоследок я покажу, так как я не хочу... Hi, Рудра. Я не хочу портить мою прическу. Во-первых, гора шоколада. Hi, swimming pool. We play in swimming pool. Hi. Okay, sit. Little I bring setting. Not that setting, Please, wipe out close door. А то maybe monkey come in. Во-вторых, мячик, на котором написано с ошибками. Ну ладно, Артур. Очень много красок. Я очень люблю краски. Правда, я не знаю, зачем этот золотой цвет. No. Sit. И альбомы. В плеер, это не то. Ну и потом еще этот на... Ну, Танишка is from... Плоскогубцы, молоток. Ну, это набор. Специальная штука, куда винтики. Короче, для маленьких деток, но они не знали. Это в самый конец. Они даже не знали. И каску. Ну, прости, прическа. За Артуром зашли его друзья Вайбау и Рудра, чтобы пойти поплавать в бассейне. Периодически они ходят на выходных плавать. О, они прямо в этой одежде нырять собираются. Артур, ты снимай. Вообще нельзя так. Артур захватил с собой весь арсенал плавательный. Ласты, маска, шапочка, очки. Вайбау попытался, но не влез в ласты. Очень крупный мальчик. Хотя они по возрасту с Артуром одинаковые. Вот, допустим, Рудра старше их на год с половиной. Вот, ну, у Вайбау и мама высокая, и папа очень высокий. Сними, Артур, футболку. Не успели мы с Артуром сделать полный обзор подарков. Как-то немножко не вовремя пришли ребята за ним. Бавик подарил чашку Артуру, где написано Happy Birthday. Очень красивая. Бавик — это друг, одноклассник. Нихай и Бавин подарили шоколадки большие, но в основном больше всего сладости. Еще Парама, друг, политик, подарил Артуру фейерверки. Так что праздник удался на славу. С фейерверками, с тортом, с музыкой. Действительно было классно, весело. Дети получили массу удовольствия. А я, наверное, еще больше посидела. Помните, был такой мультик советский, там мама обезьяна, и у нее штук 10 непослушных детей. Так я себя вчера почувствовала этой мамой обезьяной. Я порой останавливалась, вот так вот хваталась за голову и не знала, что мне делать. Очень активные дети в Индии. Давайте, 1, 2, 3, старт! У нас в Матаране прохладно, плюс еще, видите, бассейн находится под деревом, в тенечке, вода не нагревается. И Артур замерз. Артур, кстати, замерз больше, чем ребята. Артур, это индейцы, по идее, должны мерзнуть, а не ты. Весь трясется. В Гоа, конечно, намного теплее. Поэтому и я особо, знаете, здесь в Матаране не плаваю. Пока ребята плавали, подошел Прасад Саванта, это его отель, и настоял на том, чтобы мы пообедали. Как раз вот обеденное время. И вот мы, собственно, с ребятами этим и занимаемся. Это вегетарианский отель, поэтому ничего мясного здесь нет и рыбного. Все блюда вот наподобие, как когда мы отмечали день рождения у Нихи, примерно то же самое. Артур себе положил салатик, рис, лепешки. Вкусно? И вот еще что интересно, видите, он с ребятами сидит и телефон у меня не просит.
Они болтают. Не-не-не, Артур, болтает. Ну, нормально, сиди с ребятами, общайся. Они что же без телефонов? Но они с собой и не брали телефона, у меня-то есть. Но все-таки в том отеле, где Ниха отмечала свой день рождения, там ассортимент побольше. Ну, тоже вкусно, мне все понравилось. Спасибо про сад Саванту. И что интересно, Артур поел. Вот видите, как полезно иногда вот так выходить вместе с друзьями. Так в охоточку поел индийскую еду, но обычно он такое не ест. Вот, ну и опять же без телефона. Хотя вы мне в комментариях иногда пишете, мол, Наташа, почему твой ребенок может есть только с телефоном, это неправильно. Но он, как видите, может есть и без телефона. Но я не считаю, что это плохо. Я тоже по утрам, когда завтракаю, когда никого нет, когда мне не надо подавать, там как-то ухаживать за столом, я с удовольствием, с огромным удовольствием ем под какой-то видосик с Ютуба. Уйди, исчезни, обезьяна надоедливая. Я успела тут немножечко и поорать, обезьяна на меня нападает. Чело, гар. Идемте домой, ребята. Я вам говорила, что очень переживала, как же отреагируют наши постояльцы на такую ораву детей. Сейчас мы спросим. Это наши постоянные клиенты. Hi. Еще со времен Мадумалти. Can I come? No problem. Все одеты, они сейчас уже собираются, они уже выселяются. All okay? Music? Loudly music? No? Not disturb? No any problem. Говорит, не, все нормально, все в порядке. Говорит, что им даже понравилось. Да, они тоже получили удовольствие от громкой музыки. Our side, if you have any problem, no. No. No, all okay. Come next time. Come next time, thank you. Говорят, а мы вас не доставали, потому что наша вечеринка закончилась в 9 часов вечера, а эти мужчины гуляли, наверное, до часу. И тут громко разговаривали, слушали музыку. Музыку слушали с телефона, конечно, не без колонок. Вот, и он говорит, что мы вас не беспокоили. Я говорю, нет, все в порядке, приезжайте обязательно еще в следующий раз. Окей. Артур вместе с Парамом вчера вечером прошлись по всем номерам, всех абсолютно угостили. Ну и плюс индийцы, в принципе, любят музыку, любят громкую музыку, так что все нормально. Зря я так переживала, зря я так волновалась. Bye. 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 Wait. Сегодня Бавин пришел в тренажерный зал только ради йоги и ради интервью, кстати. Бавин, what happened? Why you not use dumbbells? Почему ты не занимаешься с гантелями today, сегодня? А? See my finger injured. Yesterday I play cricket and ball hit my hand. Повредил Бавин. Вчера играл в крикет и повредил палец. Поэтому он неделю не будет заниматься с гантелями. But you catch? Yes, I catch and my team also win. О, вот это да, представляете, пожертвовал своим пальцем ради команды. Поймал мяч летел, его поймал и, получается, повредил свой палец. So this week only. Что, Парам? Now many people worried about Bhavin fingers. Oh, Bhavin get well soon. Many wishes, best wishes. Бавин is a hero on our channel. Я говорю, Бавин у нас герой. Да, Парам сейчас говорит, что сейчас в комментариях все напишут скорейшего тебе выздоровления, Бавин. Мы переживаем за тебя. Потому что, кстати, Бавин читает комментарии. Вот у меня в комментариях иногда спрашиваете, мол, Наташа, твои друзья любят сниматься в твоих видео, может быть, ты их уже достала? Нет, не достала. Все, кто участвуют в моем сериале, все с удовольствием это делают, и Бавин в том числе. И вот он читает комментарии, он сделал выводы, что он действительно герой, hero это герой, а Парам у нас вилан это как злодей, да. Парам уже не читает особо комментарии, но он знает. Его все критикуют, некрасивый, такой-сякой, раз такой, а Бавина все очень любят. Вот, ну и, собственно, окей, After yoga. Now we will do yoga after I take some interview. Небольшое интервью хочу взять у Бавина и у Парама по поводу того, как они отмечали в детстве свои дни рождения. Это очень интересные вопросы. У меня, кстати, в комментариях прозвучал, и вот родилась мысль развить эту тему.
Парам говорит, давай вот делай, качай ноги. Это никак не повредит твоему пострадавшему пальцу. Одна наша зрительница спросила в комментариях: Наташа, а почему индийцы не могут придумать что-то свое? Почему они на дни рождения поют песню Happy Birthday to you на английском? Почему разрезают торт? Так вот, сейчас мы узнаем у Парама и Бавина, почему. Что? Парам мне кричит: давай, давай, иди быстрее, беги сюда. Это посмотри, вот корова ест листья, полезные для пищеварения, аюрведические. No problem, and what garden man? Говорю, как мужчина, который следит за этим парком, отнесется к этому. И Парам сказал, ну сейчас он увидит и придет, прогонит. Но пока его нет. Окей, бас, все. Все, давай, коровка. Все, Парам ее сейчас, как, знаете, нежно прогонит, потому что садовник может применить силу и уже не панькаться. Иди, поела, все, теперь будет хорошо. Животик болеть больше не будет. Before Natash, this not tradition in India, birthdays. Ребята, много лет назад индийцы вообще не устраивали праздники в честь дня рождения. Это не наша традиция. Я заметил, что после 2000 года все как-то стали активно отмечать. А вот в 90-е, 80-е, тоже отмечали, но только продвинутые, богатые индийцы, у кого 1 или 2 ребенка, у кого детей было больше 3, те считали это лишним. Им не до того было. Когда я был маленьким, мои родители были постоянно заняты работой, и я сам без присмотра старших играл с детьми. В песочек мы играли камушками, и периодически приходили социальные работники с проверками. Они ходили по домам, искали детей, которым по возрасту уже пора ходить в школу, которым больше 5 лет. Мы, как только их видели, убегали и прятались. Нам не хотелось идти в школу. Мне нравилось просто играть. А иногда школьники из моей деревни жаловались своим учителям и докладывали о том, что, мол, по соседству с ними живут дети, которым уже пора идти в школу, а они сидят дома. Тогда учительница приходила в деревню и применяла настойчивость. Итог: ребенка зачисляли в школу даже без участия его родителей. И часто первый учебный день и был записан в документе как день рождения этого ребенка, а год рождения отчитывался тоже почти наугад. Вот посмотрите, с помощью такого вот приема определяли возраст ребенка. Если, например, я мог дотронуться рукой до противоположного уха, значит, мне уже точно 5 лет. Некоторые дети пытались схитрить и делали вид, что не дотягиваются, но учителя уже знали все эти уловки. Да, вот так вот раньше и было. Учителя сами придумывали дату рождения детям. И очень часто числом рождения записывали 1 июня, потому что это начало учебного года. Ну и отнимали от текущего года 5 лет, так вычислялся год рождения. В мое время не все получали свидетельство о рождении. Моя мама рожала просто дома, и никакого свидетельства о рождении у меня не было.
Это сейчас рожают в больницах, в роддомах, и у всех есть свидетельство о рождении. Раньше такого не было. Хорошо, Парам, спасибо, thank you, Парам, спасибо, что поделился своей историей, рассказал свой жизненный опыт. Но у нас Парам родился в Южной Индии, и родился он в глухой деревне. Это потом уже родители вместе с детьми, когда дети уже повзрослели, переехали в город. Так, ну а у Бавина, возможно, немного другая история, так как он более современный парень. Так что, Бавин, расскажи, пожалуйста, поделись своей историей. तुम किधर फायदा हुआ था? मेरा जन्म इधर नेरल में हुआ, नेरल में हॉस्पिटल में क्या घर पे हॉस्पिटल में। हाँ नेरल हॉस्पिटल और मैं छोटा था ना, when I'm small, I am going to school, और एक लड़की Я родился в городе, в Нерале. Моя мама меня родила в роддоме, и через 2 года мы переехали жить в Матеран. Моего брата тоже мама рожала в больнице, и мы сразу получили свидетельство о рождении. Когда я пошел в школу, оказалось, что я со своей одноклассницей родились в один день. И мы всегда приносили конфеты в класс, раздавали всем ученикам. А однажды сэр, учитель, подарил мне на день рождения фломастеры. Я очень любил свой день рождения, когда я был маленьким. И примерно с 5 класса мы стали разрезать торт дома. На наш с братом день рождения родители устраивали праздник. Ну и когда я стал работать в метро, тогда я с коллегами отмечал все свои дни рождения. А вот в прошлом году, после того, как разрезал торт дома, я поехал в храм помолиться и раздать милостыню бедным людям и покормить животных. И вот сейчас мне нравится именно так отмечать. Вместо того, чтобы тратить деньги на вечеринку, лучше раздать деньги нуждающимся. Still also many people not cut cake. They go to temple, mama, papa take blessings. This most important. Some people. Да. В наше время тоже многие индийцы не отмечают свой день рождения в западном стиле. Вместо этого они идут в храм, молятся, получают благословение от своих родителей. Это очень важно, очень. Даже многие политики так делают. Настоящую дату своего рождения я все-таки узнал. Благодаря невестке жена моего среднего брата открыла как-то сейф нашего отца и нашла его старый дневник, куда он старательно записывал важные события, информацию о счетах. И там были написаны дни рождения всех 3 детей. А до этого я не знал точную дату. И, кстати, в документах указана неправильная дата моего рождения, 30 июля, на самом деле 14 апреля. Я вообще не отмечал свой день рождения в детстве. Только когда узнал правильную дату, стал отмечать иногда с друзьями, разрезать торт. Ну, тогда я уже работал в Мумбаи, это произошло 15 лет назад, я узнал свою дату рождения. Мне тогда было уже 25 лет. Thank you, Бавин. Спасибо за интервью. Так, друзья, я уже дома, уже и успела обед приготовить. И в тренажерном зале я, по-моему, вам забыла сказать, что это уже у нас следующий день. Это видео я снимаю 2 дня. Вот что у нас на обед заодно покажу вам. Это я приготовила картошку по-деревенски. Нам с Артуром Парам такое не ест. Вот для Парама щирицу я потушила. Сегодня у нас понедельник, Парам вегетарианскую пищу сегодня ест. Здесь я потушила синенькие. Тут я уже показывать не буду рис. Это йогурт, и еще в холодильнике остался со вчерашнего дня дал, чечевичная похлебка. Это для Парама, а для Артура котлетки. Мы с Артуром пост не держим. И вот для Артура я еще порезала овощи, так как он тушеный не ест. Ну, как для Артура, я тоже поем, допустим, лука он не будет. Но вот мы с Артуром очень любим горошек зеленый, у нас сейчас сезон. Это где морковка. Огурчики, это Артуру даже больше вот так вот нравится, просто порезанные овощи, чем в салате с майонезом. Ну и хорошо, это полезно. Так, хочу сейчас обсудить с вами историю, особенно Парама историю. Я сейчас заметила, что в кадр попала чашечка, которую мы вчера не успели показать, так как мальчики не вовремя пришли. Вот, эту чашку Артуру подарил его одноклассник Бавик.
Красивая чашечка. И еще кое-что сразу же покажу, а то потом забуду. Вот этот вот костюмчик подарил Самир, наш помощник. Артур, кстати, его не видел, этот костюм. Самир пришел, Артура на тот момент не было дома. Его сложно застать. Очень красивая, видите, футболочка, джинсы. Ну, это зря он это сделал вообще. За все время первый раз, получается, нам помощник дарит подарок. Это абсолютно не обязательно, но не нужно было ему тратиться. Потом Артур придет, покажет, продемонстрирует. Вот. Ну, спасибо, конечно, ему большое. Очень приятно. Я не думала, что Парам с Бавином будут вдаваться в такие подробности. Думала, они только расскажут, что традиция разрезать торт и петь песню Happy Birthday to you — это не их традиция, это не индийская традиция, что, в принципе, индийцы раньше и не отмечали дни рождения, относительно недавно это пришло в моду. Вот, у индийцев просто очень мало праздников, и они решили позаимствовать у Запада некоторые праздники, ну не только, кстати, день рождения, еще некоторые праздники здесь стали отмечать относительно недавно, чтобы уже, знаете, чтобы каждый день был праздник, а не через день. Вот. Ну а ребята решили рассказать некоторые личные подробности из своей жизни. Кстати, спасибо им большое за это. Когда мой муж начинает рассказывать истории своего детства, мне становится жутко. И я понимаю, что суровые 90-е, в которые я выросла, не такие уж суровые. Вот что я хотела вам сказать. Ну вот действительно, такое впечатление создается, что мы люди как из разных поколений. Мы с Парамом практически одногодки. Но вот я, в свою очередь, родилась в роддоме. Они с бабкой-повитухой. И моя мама сразу же получила свидетельство о рождении. Моя мама до сих пор хранит бирочки, мою бирочку и бирочку моего брата, знаете, как раньше вешали на запястье. Также моя мама хранит локоны наших волос. Сразу, когда я родилась, у меня были, кстати, черные волосы, как у индианок, а мой брат родился блондином, потом уже потемнел. Так вот, с первых дней вот эти вот локоны хранятся у мамы до сих пор. Больше того, я хочу сказать, что и мою маму тоже, хотя она родилась в деревне, ну, вернее, жила в детство провела в деревне, рожали ее в больнице в городе. И я думаю, что и мою бабушку тоже в городе рожали, и я даже не знаю, да, вот с каким временем можно сравнить, да, вот детство Парама, хотя, ну, не так уж он давно и родился. Как-то это, согласитесь, немножечко странно, это мягко говоря. Ну, хотя Парам никогда в жизни мне не жаловался, он спокойно об этом всем рассказывает. Но для нас это, мягко говоря, немного необычно, когда родители не помнят день рождения своего ребенка, не отмечают дни рождения, подарки не дарят, причем вообще не дарят подарки ни на какие другие праздники тоже. Больше того, я хочу сказать, что у Парама игрушек в детстве тоже не было. Вот. Хотя родители у него не бедные, у него родители землевладельцы, выращивали и выращивают проса, как кокосовые плантации, и вот сейчас у них там 2 буйволицы, а когда Парам был ребенком, они держали много, где-то 10 голов, а то и 15, ну это соответственно молоко, которое они продавали, значит у них всегда были деньги и всегда была еда. Ну, я так предполагаю, что возможно у них просто не было времени на все вот эти вот сантименты, на все вот эти вот телячьи нежности. Поэтому вот Парам вырос вроде бы как и не в большой любви, ну как мне со стороны кажется, но я не вижу никаких там психологических травм, не замечаю, и он вот как отец очень внимательный к нашему сыну, к нашему Артуру, даже иногда мне кажется, что чересчур. Вот. Jingle
Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет еще много всего интересного.